Всем привет! Это Георгий Албуров и Мария Певчих. Сегодня мы вам предлагаем самое лучшее и прекрасное занятие в мире. Сегодня мы с вами будем отнимать у Путина 700 миллионов долларов. Только на первый взгляд кажется, что это так просто. На самом деле это большая работа. Буквально 700 миллионов или 75 миллиардов рублей по сегодняшнему курсу. Для этого нам понадобится, во-первых, вот такой санкционный список, это санкции Европейского Союза. А во-вторых, нам придется отправиться в Италию. Если человек попал под персональные санкции, как Путин, это значит, что любое его имущество, найденное в Евросоюзе, автоматически замораживается. Дома, счета, самолеты, вертолеты, яхты – все должно быть немедленно арестовано. Но есть ли у Владимира Путина имущество в Европе? Бабки-то где, извините за мои тон? Денежки где? В заграничных банках. Ну, на первый взгляд кажется, что нет. Потому что невозможно такое. Потому что Путин ненавидит все европейское. Вы его самого послушайте. Коллективный Запад пятую колонну, расходный материал. От подонков готовы и мать родную продать национал-предателей, так называемой высшей касте, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Всех, кто ориентируется на западный образ жизни, он на днях назвал национал-предателями. А Запад он вообще считает империей лжи. Они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. Но потом, если посмотреть чуть-чуть поближе, окажется, что Владимир Владимирович лицемерит. У его дочерей недвижимость во Франции. Вот этот замечательный замок на берегу Атлантического океана. Туда недавно, кстати, ворвались активисты и обнаружили там документы на зятя Путина и журналы с самим Путиным. И жена, бывшая Путина, Людмила, тоже во французском Биаррице. Вот эту прекрасную виллу себе ремонтирует. И друзья лучшие Путина за границей, олигархи все путинские на Западе живут. Усманов, Дерипаска, Абрамович. Список Forbes русский, а живут почему-то где угодно, но не в России. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. А еще мы знаем, что Путин просто обожает роскошь. Он такой человек, знаете, незамысловатый. Просто если есть что-то супердорогое и суперзолотое, то это ему надо. Нравится Путину итальянский мрамор, позолота, резная мебель и вензеля. Ну, что тут поделаешь? Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей. И последнее, что нам для нашего расследования надо помнить. Главный путинский трюк, так хорошо знакомый нам по истории с дворцом. Если что-то действительно принадлежит Путину, важно не на кого это записано, а кто этим управляет. Это итальянский порт Марина ди Каррара, западное побережье Италии. Вот тут в порту стоит новейшая яхта с загадочным названием Шехерезада. Эта яхта стоит 75 миллиардов рублей. Ее длина 140 метров, а в ней 6 этажей палуб. Это как если бы две хрущевки пристыковали друг к другу и отправили плавать. Там есть все, что только можно представить. 2 вертолетные площадки, бассейн, спа-комплекс, салон красоты, огромные гостиные и царские каюты. И у этой яхты удивительная история. Если открыть список самых больших яхт в мире, то нашу Шехерезаду очень просто найти. Вот, например, на 3-м месте это яхта Эклипс, это яхта Абрамовича. Или на 5-м месте Дильбар. Вы ее тоже отлично знаете, это яхта олигарха Усманова, и она сейчас арестована. А вот тут на 13-м месте Шехерезада. И с ней очень интересный момент получается, потому что в отличие от других яхт в списке, никто не знает, кому Шехерезада принадлежит. То есть это самая большая яхта в мире, владелец которой официально неизвестен. Многие пишут и говорят, что это яхта Путина, но прямо хороших доказательств, к сожалению, пока нет. Об этой яхте писали New York Times, мол, ходят слухи, что это яхта Путина. О ней еще много где можно прочитать. Там даже расследование какое-то вроде как проводится, но официально установить владельца яхты не могут. Судя по всему, яхта даже не арестована, значит, достаточных улик ни у полиции, ни у журналистов пока нет. Звучит как работа для нас, не правда ли? Чтобы доказать, что дворец в Геленджике принадлежит Путину, мы показали, что платят за него друзья Путина, что записано на каких-то анонимов, а стройкой занимаются ФСО. И здесь мы сделаем то же самое. Если владельца яхты не установить, там какой-то офшор с Маршалловых островов, то мы попробуем узнать, кто на этой яхте работает и кто этим людям платит зарплату.
В наших руках оказался уникальный документ. Наверное, самый важный документ, который вообще можно найти на судне. Называется крю-лист, то есть список экипажа, список всех, кто работает на яхте Шехерезада. Этот список составлен в том же итальянском порту, где сейчас стоит яхта. Он отсортирован в порядке значимости. Вверху капитан, далее его помощники, боцманы, а в самом низу какие-то местные портовые дополнительные рабочие. Вот на самом верху капитан Гай Беннет Пирс. Именно у него недавно брали интервью New York Times для своей статьи. Он ни в чем не сознался. Говорит, мол, да, яхта русского, а кого конкретно, не скажу. В этом документе есть имя каждого члена экипажа и все данные от даты рождения до номера визы. И невозможно не заметить. Все постоянные работники яхты, кроме капитана, россияне. По их номерам паспортов и датам рождения мы верифицировали эту информацию. В утекших базах данных авиаперелетов мы нашли почти всех этих людей. Эти россияне и члены экипажа действительно летают в Милан как на работу, на вахту. Милан – это ближайший город к месту зимовки и обслуживания яхты. Но есть еще кое-что, что объединяет почти всех ключевых людей в этом списке. Они работают в ФСО, Федеральной службе охраны, в ведомстве, которое охраняет Путина и организует его быт. Открываем наш список. Сразу после капитана идет Chief Officer, старший помощник капитана, второй человек на судне. Его зовут Сергей Гришин, и в телефонных книжках он записан как Сергей Г. ФСО. Далее. Боцман Анатолий Фуртель. Согласно утекшим базам, он зарегистрирован по адресу Сочи, улица Фурманова, дом 10. Давайте запомним этот адрес, он нам еще встретится. Там находится служба охраны на Кавказе Федеральной службы охраны Российской Федерации. То есть то подразделение ФСО, которое обеспечивает Путину жизнь в резиденции Бочаров-Ручей. Одной из самых любимых его резиденций, где он проводит кучу времени и принимает там гостей. Встреча лидеров Александра Лукашенко и Владимира Путина с участием правительств состоялась в резиденции Бочаров-Ручей. Под Фуртелем мы видим Александра Печуркина на должности помощника боцмана. Этот человек записан в книжках как Саня ФСБ, охрана Бочаров-Ручей, Александр ФСО и Александр Грейсфул Закупка. Грейсфул — это предыдущая яхта Путина за 10 миллиардов рублей. После покупки Шехерезады Грейсфул переписали на друга Путина Геннадия Тимченко. Под Печуркиным видим Евгения Шведова, лендинг-хенд. Его должность, судя по всему, означает, что он занимается помощью в посадке вертолетов. На яхте целых 2 вертолетные площадки, на носу и на корме. Шведов указал в качестве рабочего адреса все тот же адрес ФСО в Сочи, а в качестве места работы военную часть 38974 и должность сотрудник охраны. Ищем военную часть и видим, все сходится. Этот человек работает охранником в службе охраны на Кавказе ФСО. Ниже Александр Христофоров. Он матрос-плотник, тоже ФСОшник, зарегистрирован на улице Фурманова. Под ним дек-дайв Сергей Брикалов. В записных книжках фигурирует под бесхитростным названием ФСО Сергей Брикалов. Видимо, он дайвер и отвечает за подводную часть яхты. Дальше у нас идут 3 человека подряд с одинаковой должностью – Security Deck Hand. Грубо говоря, это охрана яхты. И все 3 из них, как вы могли догадаться, ФСОшники. Александр Ясько указал в качестве места работы ту самую сочинскую часть ФСО. Виталий Беленко фигурирует в чужих телефонах как Виталий ФСО, Виталий ФСБ, Виталя Яхт и ВВП. И ВВП, знаете, вряд ли расшифровывается как валовый внутренний продукт. Этот же человек указал в одной из баз свое место работы – Управление охраны на Кавказе ФСО России. И 3-й охранник Коблев Сергей. Тут вообще все вместе. И регистрация военной части ФСО, и работа в ФСО, и в записных книжках он ФСО Коблев Сергей, серый Бочарка. Ну, Бочарка — это, очевидно, путинская резиденция Бочаров-Ручей. Есть еще один сотрудник, мой любимый, но он не работает в ФСО. Его зовут Роман Власов. Он стюард, но более точно его специализация устанавливается по истории его работы из записной книжки. В 2018 и 2019 годах он работал в Краснодарском крае барменом. А в записных книжках он кальянщик. Надеюсь, что и на этой яхте он как-то применит свои навыки, чтобы хозяин не скучал по фирменным кальянам, когда нет возможности отдохнуть в кальян-стрепушнике в Геленджикском дворце. Терпеть все это было уже просто невозможно. Итого, только на первых 2 листах списка экипажа мы видим 23 человека, из которых почти половина имеют отношение к ФСО.
Я не могу придумать лучшего доказательства того, что эта яхта принадлежит Путину. Даже в Италии, в тысячах километров от Москвы, на ней работают люди, которые официально числятся охранниками и личным персоналом Путина. Те же самые люди, которые обеспечивают быт Путина в его резиденциях, в его поездках, всю его жизнь. Они вместе летают в Италию работать на одной из самых дорогих яхт в мире. Давайте на нее внимательно посмотрим. Тем более, что нам удалось пообщаться непосредственно с членами экипажа и разузнать у них очень интересные подробности. Вот она, 140-метровая новенькая яхта Шехерезада с 2 вертолетными площадками. Яхта состоит из 6 уровней палуб. На нижней палубе находятся технические помещения, кухня, столовая, помещение для проведения собраний и зона отдыха экипажа. Центральный вход находится на главной палубе. На ней же располагаются 6 гостевых кают, парадная столовая и спа-салон. Там есть массажные кабинеты, бассейн, термы, разные сауны, турецкая, финская, криосауна. Такие криосауны, кстати, есть в каждой путинской резиденции. На верхней палубе находится гигантская гостиная, столовая, 2 каюты для вип-персон, механический рояль, который, как нам с удивлением рассказал член экипажа, прямо как в кино может играть сам. Еще выше палуба владельца. Она разделена на 2 зоны. Первая – зона хозяина с его спальней, отдельным приватным спа-залом, ванной с джакузи, гардеробной и рабочим кабинетом. А вторая зона на этой палубе – это зона спутницы владельца. Она состоит из огромной спальни, ванной, джакузи и гардеробной. Выше капитанская рубка. Там же находится каюта капитана, видим какой-то судовой колокол. Ну а на самом верху находится так называемая солнечная палуба. Это самый маленький этаж, вот, кстати, видим на нем джакузи. Но в основном здесь находятся технические помещения. Например, тут заканчивается шахта лифта. Да, на яхте есть лифт. Еще любопытная деталь. На главной палубе есть ангар для вертолета. Вот тут его отлично видно. Когда необходимо, палуба раздвигается и вертолет опускается внутрь яхты, чтобы не мешал людям ходить по палубе. Внутри яхты можно найти макет этого действительно удивительного судна и книгу, которая, видимо, идет с яхтой в комплекте «Сказки Шехерезады». Если вы внимательно следите за нашими и другими расследованиями о Путине, то вы давно знаете главное правило Путина – воровать, но ничего не записывать на себя лично. Поэтому Путин окружил себя десятком самых доверенных людей, которые держат его миллиарды. Знаменитый виолончелист Ралдугин, крестная его дочери, он держит путинские офшоры. Об этом знает весь мир. Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры Путина, он держит путинские доли в «Газпроме» и «Сагазе», но и управляет дворцом еще. На однокурсника Путина Николая Егорова были записаны геленджикские виноградники президента. Друг детства Путина Петр Колбин держал долю Путина в крупнейшем нефтяном трейдере «Гунвер», остальная часть которого принадлежала еще одному другу Путина – Тимченко. Ротенберг теперь владеет дворцом в Геленджике. И так можно продолжать до бесконечности. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное. Вы там вчера были. Как вам там? Мы уверены, что и в случае с Шехерезадой окажется, что спрятанный на далеких островах офшор тоже записан на очередного путинского дружка. Но то, что действительно имеет значение, это то, что настоящего владельца Шехерезады охраняет ФСО, государственное ведомство, служба охраны, то есть российские государственные служащие и военные. Почему-то летают в Италию и работают на яхте. И в этом лицемерии весь Путин. Он потерял связь с реальностью настолько, что не просто покупает 3-ю по счету яхту стоимостью больше, чем годовой бюджет Калужской области, но и отправляет на эту безумную яхту военнослужащих Федеральной службы охраны. Это не так? Really? Мы требуем немедленного ареста и конфискации яхты Шехерезада. Мы требуем раскрытия документов. Кто, когда и как платил за эту стройку, отделку и содержание всего этого судна.
Потому что платили нашими деньгами. Мы, деньги эти немножко растащили, небольшой объем, правда. Деньгами, украденными у российских пенсионеров, деньгами, украденными у учителей и врачей, деньгами, украденными у солдат, которых обманом посылают умирать и убивать на нужную только Путину войну с Украиной, с просроченными на 7 лет сухпайками. Шахерезада буквально сделана из непостроенных российских больниц, из обрушающихся школ, из недоживающих до пенсионного возраста родителей. Вместо обещаний освоить дальний космос, развить российскую промышленность, построить сильную инновационную экономику, Путин построил себе Шахерезаду. Подписывайтесь на этот канал, здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному.